Мы, как и все люди, которые где-то живут, работают, даже несмотря на то, что мы живем в Египте, все равно это какая-то рутина, дом, работа, какие-то обычные, привычные дела. И хочется как-то выйти из этого всего, отдохнуть, перезагрузиться, увидеть что-то новое, попробовать что-то, какую-то новую еду, послушать какой-то новый язык, увидеть других людей. Это, конечно, всем известно, и для этого мы путешествуем. Путешествие – это огромная часть нашей жизни, потому что, мне кажется, путешествие очень разбавляет вашу жизнь. Ты узнаешь много нового, ты видишь много новых вещей, которых ты раньше в жизни не встречал. Ну и в этот раз мы решили попутешествовать опять по нашей любимой Азии юго-восточной. Но в этот раз у нас были еще 2 дополнительные страны. Мы летали через Куала-Лумпур, потом мы полетели в Сингапур. Очень мне давно хотелось посмотреть Сингапур. И потом на Филиппины. В общем, большую часть времени мы пробыли на Филиппинах. Мы, конечно, планировали поездки по островам, потому что, как оказалось, Филиппины – это большая страна, которая находится на разных островах. То есть даже какие-то переезды между ближними островами возможны на паромах, но в основном это самолеты. То есть у нас было столько перелетов, что под конец, конечно, я уже не могла сосчитать какие-то эти перелеты. Ну, в общем, все по порядку. Как обычно, мы летели из Каира. Так обычно это дешевле, не из Хургады. Из Хургады мы ехали на автобусе. 7 часов на автобусе, потом небольшие ожидания в аэропорту Каира. И все, мы уже в воздухе летели через Джедду, Саудовскую Аравию. Очень много было людей, которые ездили в Кабу на поклонение. То есть это была зима, уже было так прохладно, они были завернуты в эти полотенца белые. Очень много этих было людей. Интересно, я первый раз увидела таких людей. Сколько стоит перелет в Малайзию? Перелет в Малайзию стоит $1200 на двоих. На двоих, да? Туда-обратно. Туда-обратно, да? Да, мы нашли хорошие билеты. Это хорошая цена. Да. Шикарно. Дорогие подписчики, смотрите, нормальные цены. Да. Шикарно. Потом мы прилетели в Куала-Лумпур. У нас был выбор. Мы недолго, в общем, мы просто рассуждали, либо через Таиланд лететь, потому что вот если летите сразу на Филиппины, это будет дороже. То есть просто один билет на Филиппины туда и назад, но он не дороже, он будет дороже, чем до Куала-Лумпура. Но так мы посетим 2 страны, Да. потому что между собой там уже близко. Там можно брать местные авиалинии, мы брали местные лоукостеры, AirAsia, потом Cebu Pacific, это филиппинские авиалинии, и Philippine Airlines. То есть мы столько брали вот этих вот разных самолетов, разные авиакомпании. Конечно, можно было сравнить, это было интересно, но самое дешевое, конечно, AirAsia. А где больше всего понравилось? Очень понравилось в Сингапуре. Очень понравилось в Сингапуре, потому что такой город фантастический, город будущего. Город будущего? Я думаю, что это город будущего. Когда ты туда попадаешь, тебе кажется, что ты попал в будущее. Потому что там настолько развиты эти технологии. Все, просто вот когда ты, знаешь, когда ты в космосе, в другой мир какой-то попал, для тебя это как вау. Просто там такие вещи, там есть такие вещи, которых я не видела нигде в мире. Там вот эти фантастические волшебные деревья, которые выстроены и впитывают энергию солнца, и на них растут еще какие-то растения, то есть там вообще вот настолько фантастически. Когда ты приходишь и видишь вот эти деревья, днем, да, конечно, выглядят грандиозно, но ночью это вообще, вечером, когда они освещаются сотнями вот этих огоньков, как будто ты попал
какое-то будущее, потому что они так огромные, как вот эти огромные грибы такие растут. Между ними еще мостики, где люди могут ходить днем. Ну, еще так получилось, что мы попали в Новый год. Я не знала, мне пишут, вот и смело лететь туда в Новый год. Я говорю, как? А что, когда Новый год? Я не знала. Но оказалось, что Новый год в феврале, с 11 по 14 февраля, но у них там такая подготовка мощная. То есть с 6-7 февраля они уже начинают вот эти вот представления на улице. Были все время это, и да? мы были все это время, мы попали как раз, мы были в Сингапуре, и мы были на Филиппинах. То есть из Сингапура, перелет из Сингапура на Филиппины у нас как раз пришелся на Новый год. Ну, мы попали на все эти предновогодние праздники, весь вот эти вот танцы, песни, драконы, салют. Они, оказывается, так любят салют. Еще, а в конце, когда мы летели, я думаю, что опять за праздник? Оказывается, у них есть, как у нас, новый старый, у них начало Нового года, а потом конец Нового года. Конец Нового года они тоже отмечают спустя 3 недели. Короче, когда мы летели назад, мы опять попали на этот Новый год. Но на этот раз уже с какими-то пистонами, тоже с фейерверками, очень громко. Они там что-то отгоняют кого-то духов или что. Ну, это просто оглушительные вот эти взрывы. Я смотрю просто в какой-то момент, когда люди начали, когда уже они закончили эти танцы с драконами, там приношение фрукты, и когда они стали уходить, я смотрю, люди отходят и вот так вот закрывают уши. Я думаю, что они закрывают? Там дядечка с сигаретой стоял и вот так вот сигаретой своей поджег вот эти вот петарды. Да. Они как начали стрелять во все стороны. Это вообще, я сначала так испугалась, это было просто оглушительно. Это было страшно. Они прятали детей, они вот так вот закрывали уши. Ну, в общем, вот такое я увидела впервые. Вот такой китайский Новый год. Ну, вот такой шумный, праздничный. А где самые дорогие цены? Самый дорогой из всей нашей поездки это был, конечно, Сингапур. Сингапур – это самый, наверное, дорогой город мира. Я не знаю, может быть, еще есть дороже. Но просто вот мы были там 3 дня. Это ровно столько, сколько мы могли быть без визы. То есть в Сингапур, если вы знаете, там очень дорогая виза, $80 стоит виза, если ты будешь больше 3 дней. Если ты летишь из одной страны в другую через Сингапур, тогда ты можешь 4 дня там быть без визы. Но обязательно, когда ты летишь, тебе нужно предъявить на паспортном контроле, тебе нужно предъявить свой билет в 3-ю страну. То есть у нас, конечно, мы прилетели в Куала-Лумпур, потом мы летели из Куала-Лумпур в Сингапур и на Филиппины. То есть мы показывали наши филиппинские билеты и наш филиппинский отель забронированный. Поэтому мы, конечно, получилось, что прилетели без визы. Но больше 3 дней, мне кажется, 3 ночей, там было бы сложно находиться, потому что город очень дорогой. Там простые, обычные капсульные отели в центре города стоят $100 в сутки. То есть... С маленькой комнатой, да? Это даже не маленькая комната, это капсула в хостеле. Капсула? Капсула, да. Вот У тебя просто... есть фотографии? Нет, мы там не останавливались, потому что когда я нашла, мой сын сказал, нет, я в таком жить не буду. Да ты что, прям капсула? Да, потому что, он отказался там жить, поэтому я стала искать какой-то ближе к центру, не в центре. Но в итоге я нашла отель немного подальше от центра. Мы добирались туда на метро, но, по крайней мере, у нас была своя собственная комната и отдельный туалет, что было самым основным условием моего сына. Конечно, имело смысл остановиться в таком отеле, потому что поскольку очень дорогая страна, конечно, не хотелось тратить много денег, потому что мы все равно там находились только ночью. Мы только спали,
А все остальное время мы, конечно, гуляли по городу, там было что посмотреть. Вот. И опять же у нас удачно получилось, что мы нашли нашу соотечественницу в Сингапуре, которая живет уже там 15 лет. С Хургады? Нет, она не с Хургады, она из Москвы, но я нашла на Фейсбуке ее, мы с ней познакомились уже давно, потому что я уже 2 года назад как узнавала про Сингапур, хотела, планировала, но так не получилось у меня вот только сейчас. И мы с ней встретились там, она выделила для меня целый день, потому что она там работает, и она, и муж ее работают, они физики, ученые, работают. И мы с ней гуляли по городу, она нас отвела в ботанический сад, мы посидели в таком интересном ресторане местном. Ну, конечно... Еда, как еда? Еда в Сингапуре, там такая смешанная еда, китайская, малайская, тайская, все в кучу. Ну, конечно, все дорого. Конечно. Животы не болели ни у кого? Нет, не болели. Нормально, Мы да? вообще за всю поездку, хотя я там читала в филиппинских группах, я сидела, они там все болели, не знаю, мы ели и в нормальных ресторанах, и также мы ели в уличных ресторанах, и в уличных палатках. Я очень люблю, несмотря ни на что, несмотря ни на какие там запреты, возмущения, как некоторые говорят, ни за что, да, там нельзя, ни в коем случае. Или если вам себя не жалко, не знаю. Я всегда люблю есть в местных ресторанчиках, в забегаловках, где кушают местные. И мне было интересно. Все, правда? Да, конечно, интересно, как они готовят. Они вот прямо на улице там что-то там готовят, жарят, парят. Вот, и мы старались поесть что-то такое необычное, интересное. Мы ели много необычных блюд. Но вот даже когда мы были в Куала-Лумпуре, мы заказали ската. Сын мне говорит, я очень хочу попробовать ската. Я говорю, ну давай попробуем. Жареного? Он был запеченный в фольге. Видео есть у вас? По-моему, есть, да. И там они делают в таких горшочках, там просто вот виртуоз. Мы были в Куала-Лумпуре в 2015 году, 7 лет назад. Ой, когда это было? 9 лет назад. И этот же мужчина стоял с этими же горшочками на этом же месте и продавал просто... И даже мы были уже 2-й раз в Куала-Лумпуре. Я вспомнила все эти наши места. Даже в некоторые рестораны мы в те же самые. Мы вот окажемся в каком-то месте, и мы говорим, ну, пойдем в этот ресторан. Так мы здесь были уже. И все, это уже все такое знакомое, все всплывает в памяти. Все эти... станции метро, просто в Куала-Лумпуре тоже так интересно. Мы уже вспомнили все эти станции метро, везде эти поездили. Ну, легко разобраться. В Сингапуре очень легко разобраться в станциях метро. Это большой город? Это довольно, по нашим меркам, довольно большой. Не такой, как Каир. И вообще Сингапур – это город и страна одновременно. То есть это одна страна, независимая страна со своим правительством, и это в то же время просто город. Для меня это так удивительно. А деревни есть там? Деревни, деревушечки? Это просто один город, и все. Да? Нету там деревушечек. А фермерство есть у них, нет? Наверное, где-то есть. Чуть-чуть, да. Наверное, где-то есть. Еще для меня вот такой интересный факт, как они расширяют свою страну. Они из мусора собирают какие-то брикеты прессованные и в море застраивают какую-то большую территорию, то есть из мусорных каких-то отходов. Но вы знаете, это самая чистая страна в мире. Там $500 штраф если ты бросил какую-то бумажку, пылинку, пушинку. Если ты ешь в автобусе, нельзя есть, не пить нельзя ни на улице, ни в автобусе. В определенных местах. Ни в транспорте, в кафе, в ресторане или дома. То есть, если ты люди сидишь... так не едят, не ходят, не Нет, чапкают? не ходят, не едят и не пьют. У них у многих бутылки не пластиковые, а такие вот многоразовые, потому что они
стараются не использовать много пластика. У них не используются пакеты. То есть либо Шикарно, какие-то шикарно. такие они с собой приносят, либо им дают какие-то такие тряпочные. Ну, в общем, Интересно вообще. очень интересная страна. Курить никто не курит. Никто не курит. Нельзя курить нигде. То есть Боже мой. там где-то вот, может быть, они где-то есть климат? какие-то места. А климат очень хороший, тепло. Там были дожди, несколько раз были дожди, но такие, что мы умудрялись как-то пройти везде под навесами, и зонтики нам не понадобилось. У нас не было зонтиков, и мы несколько были и в дождь, и в Куала-Лумпуре, и в Сингапуре, и на Филиппинах. Но вот на Филиппинах мы попали только в сильный дождь, и то хозяйка отеля, когда увидела, что я просто иду под дождем, она мне дала свой зонтик, я сходила там куда-то и пришла. Ну, в общем, климат хороший, да, было тепло, вода была теплая, мы плавали, на Филиппинах мы плавали, в Сингапуре, конечно, там есть тоже свои острова, там есть остров Сентоза такой интересный, но в Сингапуре очень много таких достопримечательностей, уже начиная с аэропорта. Там в аэропорту есть такой павильон, полностью огороженный стеклом, и там целые джунгли. Просто огромный, огромный ботанический сад с пальмами, с растениями, с джунглями. И там даже поезда ходят внутри. И потом в 10 часов там открывается водопад. Просто из этого огромного круга течет водопад. В общем, невероятная красота. Мы пробыли там, мы прилетели рано, поэтому мы там немножко потусовались в аэропорту, потому что там было что посмотреть. Ну и поехали уже потом в отель. Я не встречала ни разу людей, которые курят. Я не знаю, может быть, они, конечно, где-то курят, может быть, у себя дома, может быть, в каких-то специальных местах. Но и даже когда я в одном магазине, я не помню, в какой это было стране, по-моему, на Филиппинах, зашла в магазин, и при мне мужчина попросил сигареты. И она открыла какую-то дверцу, которая была закрыта. На витрине даже не выставляются у них сигареты. Она открыла какую-то дверцу, он посмотрел, выбрал, и она закрыла. То есть как бы они против курения, и нельзя там курить ни в отелях, ни в квартирах. Везде написаны объявления, что курить нельзя. Штрафы на Филиппинах 2000 песо, в Сингапуре $500. Ну, короче, вот эти вот штрафы $500-600 Шикарно. за мусор, за сигареты. Там тоже нельзя раздетыми ходить дома, даже дома нельзя ходить. Если ты перед окном кто-то увидит тебя, тебе штраф. Ну, короче, там такие вот невероятные штрафы. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, конечно, это очень ограничивает. Ну да, получается такой порядок, чтобы, слушай, прекрасно. Да, но Для меня, если я не курю, не пью, то шикарно. Нет, я тоже не курю и не пью. Ну, допустим, я вот купила бутылку воды в магазине, и я спрашиваю Анастасию, а можно мне ее в руках нести? Она говорит, нет, ты можешь ее нести в руках, ты даже можешь отпить немножко не в транспорте, а на улице. Как-то так, чтобы ничего не пролилось там или еще что-то. Они в основном из-за того, чтобы ты нечаянно не уронил. Если ты уронишь там еду или еще что-то такое, это грязь. Поэтому они против этого всего. У них вот такие улицы все чистые. У них улицы чистые, у них улицы вылизанные, вы на них можете сидеть, лежать. Там все очень чисто. Шикарно. Чистенько. Я теперь знаю, куда ехать. Да. Шикарно. Очень удивительно. А потом еще, что мне понравилось, какие экскурсии. Очень интересно вот в Сингапуре, вот как я говорила, уже вот эти волшебные деревья, этот ботанический сад с деревьями, потом колесо обозрения, огромное колесо обозрения, из которого ты можешь видеть весь город. Мы попали вечером туда, когда город был весь в огнях. Это было, конечно, незабываемое зрелище. Колесо обозрения огромная, кабина там на 20 человек.
или, как говорят, что там 18 кабинок, 18 человек, что-то такое еще 18, как-то все, весь город построен по фэншую. Они говорят, даже колесо крутилось в другую сторону, против фэншуя, и типа был маленький приток денег. Когда они повернули колесо, перестроили специально всю конструкцию, чтобы оно крутилось в другую сторону, и город начал расцветать. Ну, вот так говорят жители города, как Анастасия провела такую небольшую экскурсию, много рассказала она про город. Так очень интересно было послушать Класс. Человека, который там живет 15 лет. Ты бы Очень еще интересно. вернулась туда еще раз? Еще бы, ну, может быть, ну, не знаю, когда я Пока езжу, впечатлений много, да? пока очень много впечатлений, вот это все, мы все, что можно, только посмотрели за эти 3 дня, и съездили и в зоопарк, и вот на эти, еще там есть такой отель Марина Бэй, огромный отель, который на огромной высоте находится в виде красивого такого корабля, на огромный, он такой подсвечивается, очень красивый, там наверху бассейны. Стоит один день, наверное, $1000 в этом отеле. Даже она рассказывала мне, Анастасия, что они как-то на день рождения сына отдыхали там. Но мы смогли туда подняться на лифте на какой-то 80 или 50 какой-то этаж и посмотрели весь город там сверху. Там есть какие-то площадки, куда можно просто бесплатно зайти и посмотреть. В общем, с Сингапура мы полетели на Филиппины. Ну, не обошлось, конечно, без курьеза, потому что почему-то я думала, что я решу уже там, сколько я там пробуду, и потом, как я буду туда добираться. Оказывается, нужен был уже обратный билет. И в итоге нас не могли зарегистрировать на рейс, пока мы не купили обратный билет. Мы покупали билет в попыхах прямо в аэропорту перед посадкой на самолет. И пытались купить онлайн, не получается. И мы там нашли какую-то стойкую регистрацию, которую продавали билеты, уже в последнюю секунду залетели в самолет. Ну, купили эти билеты, еще даже нам не пришло подтверждение на почту, просто по этим чекам мы показали и нас запустили. Так что если будете путешествовать, продумывайте все от и до и имейте билеты от начала и до конца. Не покупайте по дороге ничего. То есть должно быть все продумано. Продолжение следует. Ну а на сегодня все. Если выпуск был вам полезен, вы можете меня единожды отблагодарить, нажать на сердечко «Спасибо», которое находится под видео, и выбрать маленькую сумму для обмена энергиями. Обязательно напишите от кого. Я это все увижу. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.